Шторм 12 баллов глазами пассажиров круизного лайнера. Оказаться на круизном лайнере во время 12-бального шторма – то еще приключение, что при этом испытывают пассажиры. Пассажирам на корабле приходится непросто, ведь пол буквально уходит из-под ног. А мебель словно живая мечется в разные стороны. Попав в сильный шторм, пассажирам круизных лайнеров лучше не покидать свои каюты, ведь незакрепленные элементы мебели проносятся по залам различных заведений взад-вперед, с невероятной скоростью и периодичностью. Устоять на ногах при сильных кренах будет так же проблематично, как и вернуться обратно в каюту, когда вы поймете, что там все же безопаснее. Крупнейшие круизные лайнеры достигают длины чуть более 360 метров. Вы только представьте, это как 3 футбольных поля и практически на 100 метров длиннее Титаника, размер которого составлял 269 метров. Эти гиганты были построены относительно недавно, чуть менее 10 лет назад. Чем больше судно, тем больше вероятность преодоления сильного шторма. Но как показывает практика, и огромные круизные лайнеры не способны спокойно переносить 12-бальные штормы. Пусть эти волны и недостаточно сильны, чтобы опрокинуть огромный круизный лайнер, но доставить дискомфорт в каютах и внутри самого судна смогут запросто. Иногда появление гигантских волн на поверхности океана вполне понятно и ожидаемо, но иногда они – настоящая загадка. Вряд ли вы найдете моряка, который не прошел бы крещение штормом. С самой зари мореплавания шторм был лучшим экзаменом и на мужество, и на профессионализм. Моряки, прошедшие 12-бальное волнение, невольно снимали шляпы, поскольку были хотя бы наслышаны, что это такое вздымающиеся огромные валы, вершины которых ураганный ветер раздувает в сплошные тучи брызг и пены. Штормило, но не сильно, приводил рассказ старшего помощника капитана Филиппа Лежура. Вдруг со стороны кормы появилась огромная волна, во много раз выше всех остальных. Она накрыла все судно, под водой скрылись даже мачты. Кораблю повезло, он остался на плаву. Обычно волны-убийцы возникают во время шторма. Это тот самый 9-й вал, которого так страшатся моряки, но столкнуться с ним, к счастью, случается не всем. Если высота обычных штормовых гребней в среднем составляет 4-6 метров, 10-15 при урагане, то внезапно возникающая среди них волна может достигать высоты 25-30 метров. Лайнер с 6000 пассажиров на борту попал в сильный шторм в Атлантическом океане. Лайнер отправился в недельный круиз из Нью-Йорка к Багамским островам. Однако в середине пути его застиг сильный ураган. Порывы ветра до 200 км в час раскачивали судно так, что люди едва могли устоять на ногах, цепляясь за мебель и лестницы, а с полок летела посуда. Позднее находившаяся на борту корабля американка Саманта Фостер рассказала, как с ужасом смотрела в иллюминатор и боялась, что все пассажиры утонут. По ее словам, лайнер едва не лег на бок, капитан не мог выровнять корабль в течение 10 минут. Кругом была паника, все бегали, мельтешили, кричали и ничего толком не могли сделать. «Ощущение было, что мы на Титанике», — рассказала другая пассажирка Шарлотта Канни. Когда лайнер доплыл до берега, пассажиров уже ждали десятки врачей и психологов. Как минимум 8 человек госпитализировали. В апреле 2005 года круизный лайнер Norwegian Dawn, покинув сказочные Багамские острова, направлялся в гавань Нью-Йорка. Море слегка штормило, однако огромный 300-метровый корабль мог себе позволить просто не замечать такое волнение. 2500 пассажиров весело оттягивались в ресторанах, гуляли по палубам и фотографировались на память. Внезапно лайнер резко наклонился,
а в следующие секунды гигантская волна обрушилась на его борт, выбивая иллюминаторы кают. Она пронеслась через корабль, сметая на своем пути шезлонги, переворачивая шлюпки и установленные на 12-й палубе джакузи, сбивая с ног пассажиров и матросов. «Это был настоящий ад», — рассказывал Джеймс Фрейли, один из пассажиров, отмечавший на лайнере медовый месяц со своей женой. Потоки воды перекатывались через палубы. Мы принялись звонить родным и близким, чтобы попрощаться, решив, что корабль гибнет. Так Norwegian Dawn столкнулся с одной из самых загадочных и ужасных океанских аномалий – гигантской волной-убийцей. Кораблю очень повезло, он отделался лишь небольшими повреждениями корпуса, смытым за борт имуществом.